Итак, ребят, я вас приветствую в который раз. Кто-то теряет время, проживая в прошлом. Это о чем предупреждал вас ваш сон. Надеюсь, вас там не глушит. Оно, в принципе, и не должно. Потому что музыка очень даже тихая. Добрый вечер всем, кто с нами уже в третий раз на сегодня. Так, давайте посмотрим, к чему ваш сон вообще был. О чем вам хотят сказать предки или не предки, духи рода, не знаю. О том, что по вам велась магия Ковином, либо несколько лиц были задействованы. Хотели, чтобы вы в котле кармы, видимо, пребывали. Здесь, кстати, апоэ корма еще туда же. Но это давно. Это дела давно минувших дней. Делали так, чтобы вы не были уверены в себе. И кого-то считали виноватым. Вы знаете, здесь все-таки предки духи рода. О, как интересно. Вы можете получать сейчас дар ясновидения. Здесь фамильяры присутствуют, ребят. И вам пытаются накинуть какое-то одурачивание. Ловушки, хитрости, что с ними? Опа-на! Добрый вечер, я диспетчер. Ребят, здесь вопросы по любятине конкретно с женщиной. Девочки, эту женщину вы любили. Не буду сейчас перечислять, уже из расклада в расклад, даже если это подруга там была, все-таки перечислять надо, я думаю. Мать, сестра, тетка, кто еще там, неважно, именно женщина. Вы вычищаете магию любятины из себя. Женщина эта получила истину о том, что она сейчас будет находиться в карме. И еще я вам хочу сказать, ребят, ее ловушки она делала, а ее ловушки не удались, конфликт пошел. Почему? Потому что у вас здесь перерождение, здесь кто-то входит в родовую силу. Да, вам куда-то нужно отправиться. Знаете, может быть, если ездили на Литу, 19 там, 23 это я запасом беру, июнь, окей. Полнолуние июня, еще что делали, внимание на то обратите. Но здесь вы либо конкретно движетесь к триумфу, но к какому? Помните о том, что жизнь начинается там, где заканчивается зона комфорта. Понятно? Что задумали, будет сбываться. Но по полнолуниям, видимо, вам надо продолжать работу. Какие-то у вас еще страхи есть, вам знания нужны. Может, вы считаете, что у вас недостаточно знаний. Да, у вас есть слабое место на то, чтобы... Ну, давайте так. Знать определенные заклинания для того, чтобы взять верх над недругами. Это если, допустим... Угу.
Это если по-простому, да? Ничего не делайте против того, что против своей сущности, против своей сути это означает. То есть идите по инстинктам, всему свое время, придет это все. Будете стоять на выборе. Либо брать родовую темную силу, либо просто огнем дальше работать. И так, победа за вами, и руны вам в помощь. Вот о чем вас приду. Здесь, в принципе, уже расклад закончен. Но смысл мы уяснили, да? Смысл мы уяснили. Давайте теперь посмотрим. Все-таки у меня другие колоды еще попросились на арену. Вот. Здесь кто-то может быть в начале становления своего пути. То есть, ну, просто осознанные сны пошли. Ну, тут я дальше выкладывать, наверное, не буду. Знаете, в чем прикол? Ой, ребята, здесь для мужчин расклад. Девочки, если для вас, значит о мужчине. Король кубковый здесь. Смотрите. Чинил несправедливость, беззаконие и хаос уносил в вашу жизнь. Благодаря этому человеку у вас могли не ладиться вопросы с документами, с заключением договоров, проблемы с законодательной системой. Человек распутный, развратник, если так коротко. У человечка-то трансформация, он долго от нее отказывался, но влупили. И трансформация-то пошла тем, что у человека идет упадок веры и полный настрой на поражение. Но таким образом его возвращают к чистоте. И если так, мужчины, значит это о вас. Еще момент есть, девочки и мальчики. Если о мальчиках, то здесь вы, как король кубковый, это тот, которому делали привороты, опои, привязки, вот эту всю нечисть. Девочки, может, это вашему кому делали. Понятно, да? Да, хрен на воротник. Тут треугольники были в любом случае и у мальчиков, и у девочек. Мальчики, либо вы создавали, либо ваши девочки вам создавали. Девочки, с вами понятно и так, да, ваши мальчики создавали треугольники. Но общий контекст того, что здесь были женщины в этом треугольнике, которые держали двоих мужиков. То есть, смотрите, если смотрящий расклад смотрит там на своего какого-то мужчину, кто он вам, неважно, кубкового, то он, когда вступил в отношения с этой женщиной, у него уже был конкурент. То есть, что мы имеем? Раз, два, три, четыре, пять. Пятиугольник, мать его. Понимаете? Партеечка какая. Возможно, он это не подозревал, либо сознательно в это входил. Да, тиран-деспот здесь такой, знаете. Всех сожгу. Ну, я вам хочу сказать так, очень озлобленный персонаж, и персонажу не нравятся те, кто умнее и мудрее него, но и параллельно с этим здесь темная луна, психические расстройства, видимо, с детства у него. Если не с детства, значит просто приобретенное. Здесь человека возвращают к чистоте.
влияние через этого человека от третьих, четвертых, 60-х лиц благодаря ему. То есть нанятые какие-то еще с вот этих вот многогранников его дамы, понимаете, которых он там на себя понацеплял. Ну, здесь к чему ваш сон, вы уже поняли, да? Просто это уже, так сказать, детали всего этого. Да, здесь колдовство было, чтобы у вас ни черта не получалось. Человек считал себя выше вас в свое время. Так. Получил откровение о том, что на него ведут охоту несколько людей. У него проблемы с законом, это минимум. Максимум у него проблемы с большой ордой неупокоенных душ и очень злых. Ну там там не совсем такие души, это я обобщенно сказала. Здесь демоны уже. Трансформация его, ну все, она уже здесь. Беги, не беги, она уже здесь. Возможно, как-то человек отстреливается о том, что да, иссякла его вера, по чувствам его шибанула по сердечной чакре. Исцелиться хотелось бы, Верить, понимаете? А знаете, что не верит? Потому что за что не берется, ни черта не получается. Настрой на поражение, настройка, слышите? Видимо, настраивали долго высшая сила. Здесь отомщение ему идет за его дела. Да, дары судьбы, видите, за счет вас, видимо, других людей. Все выпрашивал, бегал, заказывал. Я же сказала, бегал, заказывал, и совет знахаря здесь по 15-му, по Таро Веретника выходит. Ну и как тебя там возвращать к чистоте будут? Его закроют по всем фронтам, он будет узник. Каких сил? О, и темных, и по эгрегору. Его тут будут долбить. Он должник христианского эгрегора. Ну, мягко выражаясь, у него будут спадать иллюзии. И очечки розовые стеклами вовнутрь лупанут. И здесь привороты были в вашу сторону. Не получается. Не получается приворот вашего ресурса, понимаете? Смотрите, я карту оставила. Хочется духовности, а что-то как-то... Бездуховная личность на погостах, у него здесь болезнь. Либо у него, либо у кого-то, кто это делал на вас, через него он мог привозить, подкидывать, передавать. Понимаете, за погостную работу отраву на себя накинули. Почему позиционируете себя духовными? А у нас типа есть защиты и мороки, чтобы казаться такими. А там подселение. Темные защиты, да, ставлены были, потому что человек влез в магию, где заключение договоров было ради этих защит, оберегов. К бабе обращался. Ну, здесь не раз обращался и к мужчинам, и к женщинам. Делал так, как наставник говорит. Что по защитам у него? Да ни хрена. В небушка смотрит, среди звездочек ответы ищет. Молится. На распутье стоит. За расплату. Человек за расплату. Он знает, что ему расплата идет и может даже пытаться найти у вас сострадание. Не смейте жалеть. Понесете эту всю дерьмину на своих плечах дальше. На плечах своих детей, если мало проживете. Понятно? Ну вам нахрен не надо. Опять себя сливать. Помощи будет просить, блядь, я вам серьезно говорю. Либо у вас, либо будет где-то бегать, искать ее. А тут неупокоенные души.
Вы знаете, вот здесь человек насколько был жадным по жизни, настолько жадно его будут неупокоенные при попытке их вообще просто тронуть этим персонажем, либо ради него кто-то их будет поднимать. Они также жадно его будут сжирать. Да, там скрытый умысел у них будет по отношению к этим людям. Замутнение рассудка. Ну, 9 мечей, если кому интересно. Тут договора вообще далеко не те, которые их даже читать не следовало бы, понимаете, тем более подписывать. У вас будет обучение новому. Человеку проклятие за его надменность. Подлость теперь будет. И высший суд. А вам это все и есть учением. Ибо. Смотрите, на вашем роду было проклятие, и вели вы себя надменно, и пошла у вас новая жизнь. И подло вы тоже поступали, и по высшему суду поймали этого недруга. Вот это все правильно, в правильном контексте нужно проанализировать в своей жизни. Святых здесь нет, уж несколько тысяч лет. В смысле, на планете Земля. Я не спорю. Здесь свершение удачи для вас. Я не спорю, ребят. Ваш враг перегнул с магией в вашу сторону. Он должен был вам преподнести урок, но здесь человек заигрался. Человек озлобился. Видимо, не получилось вас согнуть. Понимаете? Не получилось. Вот так-то. О чем ваш сон? О том, что идет распаковка. Видите, все равно за недоброжелателя показывают. За короля кубкового. Кто что, это вам лучше, думаю, знать. Тут в основной, понимаете, момент на том, чтобы вы проанализировали прошлое, сделали выводы и взяли новые знания. Вот и все. Опять же таки, надолго не прощаюсь. Еще один эфирчик сегодня у нас запланирован. Кому интересно, присоединитесь. Всем остальным пока-пока.